Значит, среда у нас. Я уже с утра уже на ногах. Вот, поделала свои важные дела. Теперь, пока нахожусь в этом районе, думаю, заскочу, посмотрю себе красивую вазочку. Мне нужна длинная такая вазочка именно под вербу. Да и вообще она не помешает, потому что в последнее время беру у Даши. Даше она тоже нужна, вот эта вот длинная, высокая. Она хоть и вроде бы и самая обычная, но получилась как бы самая универсальная. Что она под все подходит, вот, и для всего подходит. Как-то так. И теперь, я думаю, забегу, посмотрю. Хотя сегодня опять же забастовка, опять второй день, но сегодня получше. Сегодня вроде бы туда ближе. Ладно, не буду вам, вы все равно этих городов не знаете. Но вчера была основная здесь, сегодня туда, между Брюсселем. Вот собачка. Маленькая, вы бы видели ее. Вообще, как цыпленок собачка. А какая смелая. Ой, день сегодня. День вообще не облачко. Так замечательно. Она сегодня разбудилась с 7 утра. Приехала какая-то вышка. Я вот только что с Ириной разговаривала. Она здесь уже давно живет, больше 20 лет. Говорит, да, у них официально все вот эти шумные все работы реально, да, с 7 часов. Хотя все магазины с 10. Вот такое вот. Вот такое вот несоответствие. Зато все шумные с 7. Наверное, дают 3 часа людям, чтобы в себя прийти. Ладно, пришла уже. Господи, прихожу и растворяюсь здесь. Посмотрите. Знакомая. Евро 50. У меня же дома посуда гусь. Чешская. Купила я вазочку. Уже было нахватало тарелок, там того всего. Потом думаю, нет, стоп, куда? Зачем? Этих гусей, зачем они мне сейчас нужны, когда у меня куча тарелок? Все, выложила, купила вазочку, иду. Пришла я уже домой вчера. Вроде бы сумку принесла. Купила то, что нужно. Нет, сегодня утром опять выяснилось. Опять куча всего нет. Вот, опять зашла в магазин. Взяла масло для жарки. Снова взяла спагетти. Вчера вообще улетучились. Просто не пойму, что такое яйца. Снова нет. Взяла курицу. Такую большую. Смотрите, какая большая, хорошая курица. За 8. И одна оставалась. 8,84. Она такая прям хорошая, мясистая. Вот, и она осталась одна. Их, походу, очень быстро разбирают. Сейчас еще нет 12. Вот поэтому я ее и не видела, потому что я обычно раньше, позже прихожу в магазин. Я взяла Валерычу медальоны. Он любит такое. Взяла сыр. Не было, почему-то нет Филадельфии. Вот такое классическое, только с травами. С травами я не очень люблю. Прям, ну, именно Филадельфию. Это просто с чесночком. А то я не люблю зеленую. Так, молоко. Молоко. Авокадо. И вот, собственно, вот такую вот вазу я купила. Вот такая высокая. Я сейчас ее помою хорошенечко и поставлю. Будет мне под веточки. Кстати, стоила 3,50, я вам скажу. И не дешево. Но она такая, она высокая на самом деле. Кажется, в камере. На камере кажется, что вроде бы небольшая, но видите, по сравнению с вот этой, видите, ощутимо выше. Ну вот, быстренько намыла, натерла, и вот как красиво в итоге получилось. А Дашу не надо отдать ее, потому что я постоянно ее эксплуатирую. Я не знаю, как я это буду сейчас есть, но взглядом я бы съела бы сейчас вместе с тарелкой. Настолько я голодная. Я сегодня еще не завтракала, даже кофе не пила, потому что у меня с утра планы поменялись. Ну, не только у меня, с девушкой, с которой я встречалась. Вот, переиграли с ней. Вот, должна была она ко мне приехать, и пришлось мне к ней ехать. Вот, поэтому я быстренько собралась, то воды попила, и все. Поэтому сейчас очень голодная. Вот, приятного аппетита. Забыла про свой кофе. Куда же без него?
Ну, девочки, не знаю, как я буду сейчас это есть. Капец, прям страшно. А куда я нагородила? Ездили только что маму. Мама с Дашей сегодня забирали свои карты, ID-карты. Вот, я их сопровождаю, мы идем завтра, потому что, ну, тяжело. Кому-то одному вести тяжело, нужно меняться. И зашли по пути, вот здесь торговые такие турецкие магазины. Вот какие цены, 2,50 сейчас мандарины. Вот киви 2,25, 4 за килограмм. Так поняла, все, 3 груши, 2 яблоки, виноград, даже дыни, круглые сутки, арбузы уже. Манго. Манго почем? Манго евро 50. Одна штука, наверное, да? Да. Картошка евро 75. Что-то я не вижу здесь морковка, лук. А вот лук, не знаю почем. Слива уже. Господи, раньше только мечтать об этом могли, чтобы круглый год можно было купить фрукты, персики. Да. Хотя тоже раньше был свой кайф, ждал, и оно же было совершенно все другое на вкус. Какие, гляньте, какие сливы. У меня здесь натюрморт. Стою, раздумываю, что мне с этой курицей делать. Порезала ее. И не могу придумать, что мне с ней приготовить. Такого, чтобы было как-то, ну, необычно, интересно. Хотя в голову вообще ничего не идет. Хотелось бы вроде в томате, но недавно готовила. Вот эти вот голубцы. И мама готовила голубцы. И не хочется в томате. Кстати, вот осталось одна несчастная ленивый голубец. Осталось немножко капусты. Вот это как всегда у нас, знаете. Вот, так что, наверное, сейчас посолю, поперчу. Не знаю, просто на сковородке с луком. Да и все, наверное. И вся моя... На этом вся моя выдумка и фантазия закончится. Это 100%. У меня здесь получилось какое-то жаркое. У нас сегодня 17 градусов. Вот такой вот у меня лук. Джинсы черные. Черная у меня здесь такая вот моя кофточка, жилетка. Вот, и вспомнила, что у меня же есть мои самбо. Вот, выгуливаю их. Вот так вот сегодня выгляжу. Уже что-то изменила. Уже делала вот таким вот вырезом кофточку свою. Ну, как бы так. Отошла от привычных футболок. Так, мы съездили по документам, теперь приехали в школу. Сегодня нам нужно забирать результаты, но я их забирать не буду, потому что я не вставала с бреки. И записываться на следующий курс. Ну, или повторно, или дальше, или другой курс. Ну, в общем-то, такое. Вот наш одноклассник звонит по телефону. Вот такие пироги. Zo'n papierhandel, ja. Het is echt niet normaal waar ze zit nu. Maar ze vindt het fantastisch. Kijk hier, gisterenavond. Voor 20. Так, ну что, у меня сегодня шопинг. Дубль 2. Сегодня я пришла немножко с другим настроением. Вот, и взяла не те вещи совершенно, кроме вот этой вот. Потому что она понравилась Валерычу. Он смотрел видео, говорит, что почему ты ее не взяла. Ему очень понравилось. Я взяла совершенно
другие вещи. И плюс я, вы знаете, никогда не носила костюм. И здесь прям вот такие же, видите, вот брюки. И я хочу померить, посмотреть, как на мне будет костюм. Хотя мне вроде бы как по образу жизни, по стилю сейчас, но оно не совсем то. Ну, ладно. Потом пару светлых вот таких. Это вообще прям... Смотрите, какие классные брючки, такие с манжетом. В общем, ладно. И вот такие, конечно, взяла джинсы померить. Зашли с Дашей по маленькому бургеру скушать. Просто по одному маленькому бургеру. Она стоит, ждет. Почему-то долго готовят. Один сделали, один почему-то долго. Девочки, я уже дома. Хочу вам показать. Я все же купила себе. Нашла вот такие вот джинсы, которые, ну, мне понравились, как они на мне сидят. Взяла их чисто просто для разнообразия. Сейчас открою, пойду. Все остальные, которые я вам показывала, просто сидят отвратительно. Просто нужно, наверное, браться за себя, приводить себя в ту форму, которая была. Потому что так незаметно, стресс и то все, знаете. Вот этот, не знаю что, наверное, еще и гормональный. Все вместе. И поесть я люблю, тем более на ночь. У меня днем вообще... Я как бы равнодушная, и я утром поела, я целый день не могу бегать, а на ночь у меня просто ты сидишь допоздна, то все делаешь, то монтируешь, что и вот это все заедаешь, что сладенького хочется, и результат. Ну, короче, мне не нравится категорически. Вот это то, что, ну, хотя бы дает какой-то, знаете, вот, ну, ты выглядишь какой-то там, как-то интересно, как-то, ну, не скучно. И взяла вот этот лонг, он тоже мне под много пойдет, я вам показывала. Вот, так что, ну что, надо что-то сейчас свеженькое на весну, надо, потому что уже тот гардероб, он уже слишком жаркий, который был. Вот, что-то надо, одну-две вещи какие-то. Вот поэтому взяла себе. Зашла в магазин, купила картошка, очень даже свеженькая, уже порезанная, чтобы не было отходов, чтобы быстро на сковородку, раз, Маркуша придет, чтобы пожарить. Кстати, подорожало. Вот этот 600 грамм подорожали. Раньше стоили, по-моему, 70 чем-то центов, сейчас уже, или 80, а сейчас уже 95. Это стандартная, это тоже стандартная, и это стандартная, и это стандартная. Вот, и взяла вот такой вот йогурт-протеин. Вот на вечер, чтобы не хотелось есть себе. Пока у меня там жарится картошка для Марка, немножко с вами поболтаю. Правда, новости у меня не хитрые. Такого ничего интересного не случилось. Сегодня были в школе. Вот я записалась на новый курс. Я хотела пойти чтобы немножко отдохнуть от Люстерен, от Спрекен. Я хотела пойти на Шхревен, это письмо, ну, на Лейзен чтение. Вот, но не было удобного расписания. То есть было или поздно вечером я не хочу. Короче, или подождать до сентября, или пройти повторно вот этот вот все же Люстерен, Спрекен. Вот, ладно, я пошла. Учитель там будет сильнейшая. Я, конечно, одновременно и боюсь, и вроде бы как есть, знаете, у меня как бы, как сказать, это интерес, да, но в то же время страшновато, но учить его надо, и все-таки хочется учителя сильного. Уже как будет, о господи, как будет. Но это будет каждый день с утра, как это было у меня на 1.1 и 1.2, и 4 раза в неделю. Надеюсь, будет результат какой-то с этого всего. Вот так вот. Марк еще учится на своем. 1.2. Даша перепрыгивает через Спрекен. Ой, через Схрейвен письмо. Мы с ней думали пойти вместе на письмо. Вот. Но ей предложили перепрыгнуть. Учитель говорит, что ну, для тебя там будет вообще просто легкотня, тебе будет неинтересно. Ей предложили сразу пойти на 2-3. Ну, понятное дело, Даша, которая владеет английским, который профессиональный переводчик, понятное дело, что, ей действительно было уже скучно, даже на 2.1. Вот, понятное дело, профессиональный преподаватель это заметит. Вот, поэтому она во вторник, по-моему, идет сдавать письменную от Шхрейвен заранее, и все. Вот, и она идет на 2-3. Так что вместе с ней мы уже учиться не будем. Вот так вот. Вот такие новости. Занятия у меня начинаются в апреле, 20 апреля, и целый месяц у меня
Каникулы, вы представляете, каникулы. Вот так вот. А потом за 2 месяца у меня будет интенсив. Я буду проходить то, что я проходила 4 месяца по 2 раза в неделю. Вот такие вот дела. Еще я хочу сесть, ну, я не назову это диетой, у меня нет силы воли, я хочу поесть, точнее, я люблю поесть, поэтому уже обмен веществ, наверное, не тот, ну, как получится. Ну, хочу попробовать исключить, вот как я раньше делала, картошку, мучное, хлеб, потому что на самом деле очень много ем хлеба утром. Вот эти все стрессы заедаю, но, как я вам уже сказала, хочу немножко вот над этим поработать, ну, посмотрим, как что у меня получится. На все это тоже нужно настроение, силу воли, а силы воли у меня просто категорически нет. Так что вот такие вот дела. Так, сейчас я секундочку помешаю, чтобы не сгорело. Ой, с лучком ляпота. Только добавляешь лук, сразу такой аромат просто обалденный. Но чтобы есть такую картошку, нужно также трудиться, как трудится Марк над собой. Он просто сейчас, не знаю, у него просто к спорту резко. Он был поменьше, боже мой, но я не знаю, понимаете, вот главное человеку самому захотеть, и тогда будет результат, понимаете? Сколько бы ты ни заставлял, пока человек сам к чему-то не придет, не полюбит, все это, все заставляния, это напрасно. Так что вот такие вот дела у меня, не хитрые, ничего такого не происходит интересного в жизни, если честно. Каждый день одно и то же. Вот есть и заботы, хлопоты, как у вас, работы, беготня, готовка, все проблемы вот эти. Ну, собственно, нет никакой гламурной, культурной жизни, ходить, гулять, что-то показывать, освещать. Ну, вот как-то так. Что хотела еще сказать, что муж предложил мне поехать, у него там будут дела, в субботу нужно поехать будет в Польшу, он предложил мне поехать с ним, составить ему компанию, может быть, там будет время прогуляться, ну, как бы, может быть, тебе что-то поснимать будет, говорит, интересно. Ну, в общем-то, скучно ему одному. Приглашает с собой меня, но у меня, к сожалению, как-то так все одно на другое накладывается, тоже были свои планы, тоже свои там, какой-то там свой, ну, уже были запланированы какие-то дела. Поэтому я так крутила-вертела, как бы, я говорю, во-первых, это лишние растраты будут в любом случае, не маленькие, только куда поедем, тем более нам с Валерием, у нас никогда не получается все просто, дешево и со вкусом, как говорится. Лучше я съезжу в Украину, вот. У меня это больше стоит в приоритете. Ну, там посмотрим, как что будет получаться. Но я бы такая, конечно, не трынкала бы сейчас, потому что хочется вроде как в Амстердам снова съездить. Все-таки вот этот музей Ван Гога, так он и висит у нас, знаете, как бы в списочке хотелок, и что вроде как посетить нужно обязательно. И в Париж еще хочется, будет мне день рождения, и хочется поехать в Рим, и хочется даже в тот же Кёльн поехать в Германию. Вот. Но у меня в приоритете я бы, конечно, съездила бы домой в Украину, навидалась бы, что там, как там. Но, опять-таки, ничего нельзя сейчас планировать, ничего. Совершенно. Как, что заранее. Все, каждый день что-то меняется. В общем, посмотрим, как что будет. В общем, вот такие вот на сегодняшний день у нас дела. Кстати, в нашем регионе вот эта вот водичка самая вкусная и самая нормальная. По типу, как у нас в Украине, вот Моршинская, да. Есть там лучше, есть всякие разные, но вот это вот самая такая вот, она самая универсальная и самая вкусная, потому что вот эти, которые продаются в 5-литровых мы брали, которые вроде бы подешевле, такое ощущение, что это вода обычная с крана. Во-первых, она на вкус какая-то имеет, точно так же, как и вода с крана. Кто там что не говорил, что воду здесь пьют с крана, я вам скажу, что люди избирательные, они не пьют воду с крана. Как бы там ни было, я со многими разговаривала, вот, а это дело личное каждого, вот. И даже в бутылках есть, если там бутылку рассказывают, часто не мыть, вот люди набирают, ходят куда-то, постоянно ходят с водой, как мне рассказывали. И в этих бутылках от этой дешевой воды, вот, и от крановой воды появляется зеленая плесень у бутылки на дне. Представляете? Поэтому вот я никаких выводов не делаю, просто комментирую, но все вот советуют именно вот эту воду пить. В
включила это дерево. Кстати, я очень часто его вечером включаю, и в такое время года оно почему-то трансформировалось просто в декор, и оно не выглядит таким новогодним и не обладает такой, знаете, вот какой-то вот ну, энергетикой на новогодней, но стал обычным декором, своего рода как светильник. И, кстати, я увидела такое же у одного блогера, кстати, ну, не маленького блогера, тоже у нее в комнате стоит для декора, и она включает. Вот поэтому я вот отпустила эту мысль, что это как-то уже не своевременно, что оно вообще ни к чему. То есть, ну, вполне нормально теперь отношусь к этому, включаю, и оно создает мне уют своего рода, вот, каждый вечер. Хотя Валерий мой, он прям такой, знаете, человек, боже, мои салфетки вытирала, вот такой он, знаете, вот, ну, вот прямолинейный, ему все должно быть вот предельно, четко, ясно, ни шаг вправо, ни шаг влево. Он, вот оно стояло на Новый год, а сейчас не Новый год, значит, оно не должно вроде бы как стоять. Вот, ну, оно стоит. Мне кажется, очень даже радует, вот, создает настроение.